Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна. Сегодня я представляю небольшой мастер-класс по вязанию вот такой вот шапочки. Шапочка связана на возраст 6-8 лет, может быть даже и 9 пойдет. Обхват головы 50-51, ну может быть даже 52 сантиметра. Что касается конструкции этой шапочки, связана она полностью резиночкой 2 на 2. Она связана очень быстро, потому что вяжется легко. Я набирала 112 петель, плюс одну петлю для замыкания в круг. Далее связана у меня резиночка, вот это вот, до фиксированного отворота 8 сантиметров. 5 рядов у меня шел фиксированный отворот. Потом перейдете по ссылочке, у меня есть отдельное видео на канале, и посмотрите. Там я все подробно описываю. И после фиксированного отворота у меня опять идет резиночка 2 на 2. И сделаны убавки. Убавки на макушке выполнены очень просто, через ряд. И вот так вот у меня смотрится макушка с изнаночной стороны. Что касается лицевой стороны, макушка будет выглядеть следующим образом. Вот так. То есть она такая более кругленькая. Видите, макушечка. Шапочка очень мягкая, очень пушистая. Она связана из пряжи пухнорка синяя этикетка, которая мне больше нравится. Так, ну по отзывам многих вязальщиц, это пряжа, которая меньше всего лезет. Вы знаете, я согласна. Когда я вязала, ворса было немного, и когда стирала тоже, после этого ворса было совсем немного. Поэтому я думаю, что будет носиться эта шапочка с удовольствием. Расход этой шапочки у меня получился совсем небольшой. 102 грамма. И были перемотаны вот эти вот ниточки. Вязала пухнорки в 2 ниточки. Так вот, что осталось от 2 моточков. И дополнительно ниточка, целая катушечка. Видите, даже ее довольно-таки много осталось. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что была добавлена одна ниточка мериноса, совсем тоненькая. Но вы можете, в принципе, ее не добавлять. Просто у меня оставался этот меринос беленький, как раз по цвету пошел, поэтому я и добавила его. Так, сейчас, что касается размеров этой шапочки. В ширину, вот смотрите, я немножко ее так вот растянула. 23-24 сантиметра. Даже если, смотрите, я ее больше натяну, вот видите, она уже будет даже в ширину 25 сантиметров. Так, что касается высоты, высота 19 сантиметров. До фиксированного отворота, как я уже сказала, 8 сантиметров. Я подробно затем расскажу и покажу, как связана эта шапочка. А сейчас вставлю небольшой фрагмент, как сушилось это данное изделие. Вот таким образом я ее сейчас посушу на полотенчике. Так, перед этим я ее просто вот таким образом закрутила. Немножко отжала, не сильно. Поменяла полотенце. И сейчас она будет сохнуть уже на сухом полотенце. Для вязания данной шапочки нам понадобится следующее. Во-первых, пряжа. Пряжа пухнорки, цвет белый, 350 метров на 50 грамм. Я буду вязать в 2 нити. Дальше идет катушечка, это дополнительная ниточка. Я буду брать одну ниточку. И одна ниточка мериноса. Тоже цвет белый, полностью подходит поэтому под этот вот цвет пухонорки. 1500 метров на 100 грамм в одну нить. Буду брать одну ниточку. В результате у меня получился образец из 4 ниточек. То есть 2 нити пухнорка, вот эти вот более толстые. Затем та, которая тянется, вот это вот, это дополнительная катушка, а вот это вот меринос. Здесь у меня набрано 20 петель. Резиночка 1 на 1. Он уже постиран. И вот так он выглядит на данный момент.
буду набирать 112 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Вначале я буду брать спицы номер 3, круговые. Можно брать 80 сантиметров, можно брать и 40 сантиметров, как кому удобно вязать. А затем я перейду на спицы номер 3,5. Чтобы высчитать, скажем, длину нашей нити, которая послужит для наборного края, я беру вот эту вот ниточку, наматываю на спицы 10 раз, обматываю таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, снимаю. И это вот у меня получается вот такое вот расстояние нужно для набора 10 петель. Так, и складываю, высчитываю. Это 10 петель, мне нужно набрать 112. Значит, я буду высчитывать 10 петель, 20 уже, 30, 40, 50, 60. Ну, понятна схема, да? Дальше 70, 80, 90, 100. И еще 110. Так, и еще сантиметров там вот, ну, вот, наверное, столько 10 еще добавлю. Так. И начинаем набирать петли. Набираем петли эластичным способом. У меня на канале есть отдельное видео, если можете перейти по ссылочке посмотреть. Ну, вообще он набирается очень просто. Первая петля у нас будет двойная. Вот таким образом. Спицу заводим под нить, пальчиком придерживаем и вот так вот продеваем. Получается на спице уже 2 петли. Следующая петля у нас будет набираться и последующие все вот таким образом. Вот эту спицу мы заводим за указательный палец, подхватываем, затем ведем под большой и подхватываем, опять заводим вот туда и сбрасываем. С указательного пальца дальняя ниточка, с большого пальца ближняя, и заводим в эту петлю и снимаем. И таким образом набираем петлю. Шапка у нас будет простая. Фабричного набора петель у нас не будет. Я считаю, что такой набор для шапки тоже очень подходит. И единственное, мы сделаем фиксированный отворот. Затем я покажу, как его провязывать. Он, конечно, более удобен для именно шапок. Для того, чтобы, скажем, зафиксировать нашу шапку. Так, сейчас будем замыкать вязание в круг. Поделим наше вязание где-то в 3 местах, в 2 местах точнее. Пока в любых, потом уже будем, скажем, регулировать. Смотрим внимательно, чтобы петельки не были у нас перекрученные. Так, и вот смотрите, как мы будем замыкать вязание в круг. Вот смотрите, у нас эти петельки. Мы должны сделать таким образом, чтобы они все, вот эти вот петельки, точнее наборный этот наш край, был внутри. Так, вот таким образом посмотрите все, чтобы они были, именно вот этот вот наборные петельки были внутри. И замыкаем вязание в круг. Первую петлю мы снимаем на правую спицу, а последнюю набрасываем на первую. И подтягиваем ниточку. Вешаем маркер
И начинаем провязывать резиночку. Резиночку я буду вязать, вы знаете, 2 на 2. Вот я связала образец резиночка 1 на 1, но вязать я буду все-таки 2 на 2. Я думаю, что ничего от этого не изменится. Если, скажем, конечно, я вам так не посоветую делать, именно вяжите тем узором, которым вы будете вязать. Так, первые 2 лицевые будут и 2 изнаночные. И сейчас провязываем резиночку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом повторяем до конца ряда, а затем вяжем на высоту 8 сантиметров. Вот я уже провязала 8,5 сантиметров и буду сейчас вывязывать вот этот отворот. Каким образом? Вяжется он очень легко, запоминается также легко. 5 рядов мы будем провязывать одинаково. Первая петля у нас лицевая, мы ее провязываем лицевой. Вторая петля лицевая, но мы ее снимаем нить перед работой. Следующая изнаночная, мы ее будем провязывать. А вторую изнаночную также будем снимать, и также будет нить перед работой. И таким образом повторяем: лицевую первую провязываем, вторую снимаем, нить перед работой. Дальше идет изнаночная, мы ее провязываем, опять вторую мы снимаем, нить перед работой. Единственный момент, что вот эти вот, когда мы снимаем, вот эта вот ниточка, она не должна сильно стягивать вот эту вот нашу петлю. Ну и, конечно, она не должна быть свободная. То есть так, как она ложится, так мы ее и будем снимать. Таким образом. И далее повторяем до конца ряда. Кроме этого, еще 4 ряда мы провяжем таким же самым способом. 5 рядов у меня уже провязано. И смотрите, вот как выглядит поближе этот фиксированный отворот. Вот он уже сгибается вовнутрь. Так, следующий ряд мы провяжем резиночкой 2 на 2, так же как вот было первоначально. И после этого я вам покажу, что нужно сделать для того, чтобы восстановить, скажем, вот этот вот красивый край нашей шапки. Первая петля у нас идет лицевая. Затем вот эта вот петля, которая у нас была снята 5 раз, мы ее также провязываем лицевой. Дальше у нас шла изнаночная, мы провязываем изнаночной. И вот эта вот петля снятая, тоже 5 раз она снималась, мы также провязываем изнаночной. То есть дальше мы вяжем резиночку 2 на 2, как и первоначально. И сейчас будем следующим образом делать. Наше вязание мы вывернем вовнутрь. Вот это вот наш ворот. Ну, наверное, вот так вот. Давайте лучше. Вот так вот вывернем, да. И сейчас мы с вами будем вязать в обратном порядке. Вот видите, где наша эта ниточка, так. Вот у нас эта петля была. И мы, видите, будем уже идти в обратную сторону. Для того, чтобы у нас не было здесь ступеньки, набрасываем вот эту рабочую нить. То есть делаем накид. Накид набрасываем, да. И дальше провязываем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Первую петлю, единственную первую петлю мы с вами будем снимать вот эту вот. Затем, когда мы уже дойдем по кругу до этой петельки, мы провяжем 2 вместе за переднюю стеночку. И дальше будем вязать наше изделие уже на нужную высоту. И смотрите, я довязала вот до этой первой петли. Она у нас с накидом. Я ее провязываю и петлю, и накид вместе. Вот таким образом. Вот получается, это у нас первая
петля. Также вешаю маркер. Я уже перешла на спицы 40 сантиметров круговые. Так оно более удобно вязать. И смотрите, что мы с вами дальше будем делать. Если у меня сейчас было провязано 8,5 сантиметров до вот этого фиксированного отворота, то после фиксированного отворота я провяжу на 1 сантиметр меньше. То есть получится у нас вот пока он 3,5, провяжу 7,5 сантиметров именно спицами этими же номер 3. После 7,5 сантиметров я перейду на спицы номер 3,5. То есть дальше основное полотно будет уже провязано на полразмера спицами больше. Для чего это делается? Для того, чтобы вот этот вот отворот, он на спицах меньшего размера вывязывается, потому что, чтобы наша шапка более плотно прилегала к голове. Я уже провязала 15 сантиметров. Высота шапочки у меня будет 19. То есть мне осталось еще 4 сантиметра. И буду убавлять петли. Делать макушку. Вот эти 4 сантиметра я сейчас провяжу спицами того же самого размера, что и первоначально. То есть я начинала 3 троечка, затем переходила на 3,5. И сейчас уже вот эти вот оставшиеся 4 сантиметра буду провязывать номер 3. А затем уже пойдет макушка. У меня уже провязана высота почти 18 сантиметров, где-то 17,5. И сейчас я буду делать убавки. Убавки у меня будут самые такие простые. У нас будет 3 ряда с убавками, 3 ряда без убавок. И первый ряд с убавками, так же как и последующие ряды с убавками, будут одинаковые. Мы будем провязывать 2 петли вместе. Вот эти у нас идут лицевые, значит мы провязываем 2 петли вместе за переднюю стенку. Дальше у нас идут 2 изнаночные, мы будем провязывать 2 вместе изнаночные, также за переднюю стенку. И таким образом повторяем до конца ряда. 2 петли вместе лицевые, сейчас 2 петли вместе изнаночные. Я уже связала один ряд с убавками и провязала второй ряд без убавок. То есть у меня где-то вот 18 сантиметров и начались вот эти вот убавочки. Так, второй ряд, смотрите, опять мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой, но первая петля у нас вот лицевая, да, мы ее лучше переснимем на спицу правую. И будем делать убавочки уже. Так, я ее провяжу. Для чего мы это сделали? Одну петельку пересняли. Для того, чтобы убавочки дальше у нас шли более красивые. Смотрите, у нас вот это первая изнаночная получилась, а вторая лицевая. Поэтому мы будем за передние стеночки провязывать лицевой. И таким образом повторяем. Если бы мы начали провязывать с лицевой, вот смотрите, ну, было бы, скажем, не очень красиво, потому что, ну, вот было вот, как бы, скажем, немножко такое вот переплетение. Поэтому на одну петельку мы сместили. И дальше уже повторяем. 2 петли вместе, провязываем лицевой. И у нас получится следующий ряд, вот этот с убавками, второй, тоже такой вот красивый. Вот видите, получается вот такая вот косичка. Второй ряд с убавками я уже выполнен. И сейчас провязываем целый ряд без убавок. Опять у нас получаются все лицевые. 28 петель. И вот смотрите, как уже формируется макушечка у нас. Вот она уже закругляется к макушке. Видите, плавно. Получается очень красиво. Сейчас у нас остался третий ряд, последний, с убавками.
Опять мы провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку. И у нас останется на спицах 14 петель. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Так до конца ряда. Так, осталось у нас по 7 петель на каждой спице. Вот у нас выглядит таким образом сейчас эта шапочка. И последний ряд мы провязываем все петли лицевыми. Все 14 петель мы провязываем. Затем стянем иголочкой и заправим вовнутрь. Спрячем нашу ниточку. И на этом шапочка у нас будет готова. Ниточки уже заправлены, спрятаны. Так вот выглядит шапочка. Она еще не постирана. Я ее буду стирать в теплой воде, не в горячей, потому что у меня добавлена одна ниточка мериноса. И видите, она очень такая пушистая, мягкая. Даже вот видите, очень вблизи еще не постирана, а она уже такая вот, ну, красиво действительно выглядит. Что касается этой синей этикетки, пухнорки, мне нравится тем, что ворс лезет немного. То есть, когда я вязала, скажем, вот этого ворса было совсем немного.